В глубинах Северного моря на глубине 92 метров скрывается загадка, словно намеренно утаенная в холодном, темном и запутанном лабиринте под многометровой толщей воды. Это история, которая выглядит так, будто была вырвана из страниц научной фантастики, но при этом имеет вполне реальные даты, имена и факты. Это история о так называемой «северной аномалии», объекте, который появился внезапно, словно возник из ниоткуда, своим существованием перечеркнув привычные научные представления о строении морского дна, а затем также внезапно исчез за плотной завесой секретности, оставив после себя длинный след вопросов, подозрений, слухов, необъяснимых явлений и, возможно, отголосков событий, способных оказать серьезное влияние на понимание человеческой истории и будущего. Все началось в 2011 году, когда норвежская компания DeepScan Marine, специализирующаяся на детальном исследовании морских глубин, столкнулась с находкой, которая выходила далеко за пределы обычных геологических аномалий, к которым привыкли океанологи и геологи. Команда DeepScan Marine состояла из инженеров, операторов подводных аппаратов, ученых и технических специалистов, движимых жаждой открытий и оснащенных передовым оборудованием, позволяющим работать в самых сложных и опасных условиях. В их распоряжении находилось 60-метровое исследовательское судно Deep Explorer, оснащенное вертолетной площадкой, современными системами навигации, сонарами, мощными прожекторами, комплексом камер высокого разрешения и дистанционно управляемыми подводными аппаратами, способными погружаться на значительные глубины и передавать изображения в реальном времени. К моменту обнаружения аномалии компания уже имела солидный опыт экспедиций, в ходе которых были зафиксированы редкие и малоизученные морские организмы, обнаружены странные карстовые провалы, выглядевшие так, будто они являются входами в неизвестные подземные структуры, а также найдены обломки судов, чьи трагические судьбы были давно забыты и утрачены в архивах истории. DeepScan Marine также провела успешные испытания глубоководного дрона Argus, разработанного совместно с учеными Технического университета Бергена, что подтвердило высокий уровень технической оснащенности и инновационный подход компании к освоению самых труднодоступных участков морского дна. В 2016 году, уже после первых сообщений об аномалии, команде удалось обнаружить обломки британской подводной лодки «Випер», затонувшей более 100 лет назад, и это стало возможным благодаря сотрудничеству с британскими историками, что еще раз подтвердило способность DeepScan Marine проникать в самые тщательно скрытые тайны прошлого. Однако именно северная аномалия стала самым загадочным, тревожным и, возможно, самым опасным открытием за всю историю компании. Во время одного из погружений в Северном море, в районе, где холодные воды, плотная темнота и тяжелые течения скрывают бесчисленные тайны, операторы дистанционно управляемых аппаратов получили первые изображения объекта, который по своим очертаниям напоминал космический корабль, будто бы совершивший посадку на морское дно. Особое внимание исследователей сразу же привлекла массивная структура, получившая условное название «погрузочная камера», представлявшая собой огромную плоскую платформу, визуально напоминавшую взлетно-посадочную полосу, словно созданную для приема или запуска чего-то колоссального и неизвестного. Водолазы, оказавшиеся рядом с этим объектом, ощущали себя крошечными и ничтожными на фоне его масштабов, что лишь усиливало ощущение нереальности и чуждости происходящего. Сам объект имел правильную круглую форму, диаметр около 60 метров, был полностью лишен острых углов, а его плавные, сглаженные линии создавали ощущение искусственного происхождения, словно он был спроектирован неизвестным разумом, тогда как расположенная рядом вытянутая структура длиной около 300 метров
выглядела как направляющая или посадочная полоса, усиливая иллюзию приземления гигантского аппарата неизвестного назначения. Новость о находке практически мгновенно распространилась по миру, вызвав бурную реакцию общественности и породив множество смелых, а порой и откровенно фантастических теорий, начиная от предположения о потерпевшем крушение инопланетном корабле, прибывшем из далеких звездных систем, и заканчивая гипотезами о следах затонувшей Гипербореи, мифического древнего континента, существование которого до сих пор остается предметом споров. Вскоре после обнаружения аномалии начался процесс ее изучения, который обещал революционные открытия, но одновременно принес с собой тревожные и пугающие сигналы. Химический анализ объекта, проведенный с использованием самых современных методов, показал, что северная аномалия не является результатом естественных геологических процессов, что сразу же вызвало новую волну спекуляций и догадок. Геолог Маркус Вайлер, один из ведущих экспертов, привлеченных к исследованию, после анализа данных пришел к выводу, что объект, вероятно, состоит из сложного металлического сплава, элементы которого не встречаются в природе в подобной конфигурации, что еще больше усложняло и без того запутанную ситуацию. В то же время научное сообщество, известное своей осторожностью, отнеслось к этим заявлениям с определенным скептицизмом, указывая на возможные искажения изображений, недостаточное качество первых съемок и склонность человеческого сознания видеть знакомые формы там, где их может не существовать. Археолог Эрик Норт также отметил, что подобные объекты уже находили в разных частях Мирового океана, и впоследствии они оказывались результатом природных процессов, хотя и необычных по форме. Однако вскоре события приняли более тревожный и загадочный оборот. Отчеты геологов из Осло, указывавшие на неоднозначность происхождения объекта, а также данные Deep Scan Marine, подтверждающие его необычность, начали стремительно исчезать из открытых источников, словно кто-то целенаправленно заметал следы. Появилась информация о том, что дело о северной аномалии было передано в ведение норвежских и датских спецслужб, что явно указывало на повышенное внимание со стороны государственных структур и выход ситуации за рамки обычной научной работы. Члены команды Deep Scan Marine стали заметно более замкнутыми и осторожными, избегали общения с прессой и делились своими наблюдениями лишь с узким кругом доверенных лиц. Андерс Хольм, один из самых активных участников экспедиции, открыто выражал несогласие с официальной версией и продолжал утверждать, что они обнаружили нечто по-настоящему экстраординарное, способное перевернуть представление человечества о прошлом и будущем. С каждым днем количество вопросов, связанных с северной аномалией, только росло, тогда как ответы становились все более размытыми и противоречивыми. Сообщения об электромагнитных всплесках, зафиксированных в первых отчетах и потенциально способных пролить свет на природу объекта, были удалены из общего доступа вместе с большинством других материалов. Водолазы рассказывали о странных явлениях, сопровождавших их погружение, о проблемах с получением четких изображений вблизи объекта, о сбоях и внезапных отказах электронного оборудования, а также о необъяснимом чувстве тревоги, давления и физического дискомфорта. Появились различные теории, начиная от предположения о воздействии мощных электромагнитных полей и заканчивая гипотезами о неизвестных науке силах или энергиях. Ученый Кристиан Линд, который изначально относился к находке скептически, но согласился участвовать в исследованиях, позже признался журналистам, что это самая странная вещь, с которой ему приходилось сталкиваться за всю научную карьеру, выразив опасение, что объект может представлять угрозу для человечества. Однако вскоре после этих заявлений он перестал выходить на связь и словно исчез. Попытки журналистов выяснить его местонахождение не увенчались успехом,
а атмосферу мистики усилили сообщения о том, что в радиусе около 25 метров от объекта перестают работать телефоны и электронные приборы, а после погружения у членов экипажа возникали странные симптомы — сильные мигрени, жар и ощущение, будто тело подверглось воздействию микроволнового излучения. Почему исследования северной аномалии были внезапно прекращены именно тогда, когда ответы казались так близки, кто отдал приказ свернуть работы, и почему был введен строгий запрет на дальнейшее изучение этого района, остается неизвестным. Район был закрыт как для обычных дайверов, так и для частных компаний, обладающих соответствующими технологиями, что лишь усилило подозрения в сокрытии информации. В 2019 году ученые из Осло сделали официальное заявление, объявив, что северная аномалия является геологическим образованием и не имеет признаков искусственного или внеземного происхождения. Однако они отказались отвечать на вопросы, касающиеся электромагнитного излучения, проблем со здоровьем у участников экспедиций и причин прекращения исследований. Если объект действительно является всего лишь геологической структурой, то почему вокруг него сохраняется столь жесткий режим секретности, остается открытым вопросом. Возможно, исследования продолжаются в закрытом режиме. Возможно, объект до сих пор представляет собой нечто, что современная наука не способна объяснить, а, возможно, северная аномалия — это послание, смысл которого человечество пока не готово понять, и потому она остается одной из самых тревожных и притягательных загадок нашего времени. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.